Немного про рисование иконостаса. Сейчас немного подетализирую и попробую, что получится. Тут такой новую селфи-камеру тестирую, так что буду типа и немножко показывать себя, и немножко показывать процесс. Что у меня творится и как. Вот это то, что рисовал вчера. Был такой длинный стрим, но довольно молчаливый. И с этим есть некая проблема. Проблема в модели. Вот она. Вот это вот место. Пытаюсь понять, как пройти по вот этой вот истории. И сейчас попробую порисовать его отдельно. Вот эта структура иконостаса. Вот здесь будет резьба, вот здесь будут иконы, вот здесь тоже иконы. Но вот это место я сейчас попробую набрать отдельно. Что получится, посмотрим. В общем, вот эта структура, которую я пытаюсь вывести. И в чем там трудность? В том, что туда приходит история с капиталью. Вот моя арочная форма. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Вот она. И тут 80 сантиметров. 80 примерно. Ну, чтобы диакон мог проходить радостно. Окей. Дальше у меня идет вот такая история. Вот она. И вот ее мне нужно сейчас разобрать. Здесь идет тема с капиталием. Это история деревянного зодчества, так что это не архитектура классика. А тут присутствует элемент стилизации. И стилизация, она отправляет нас в историю с кижами. Там такая непростая стилизация, как мне выкрутиться из этого момента, я пока еще точно не знаю. Но я, стараюсь изо всех сил, да. Вот, предположительно, я думаю, будет примерно вот так. Здесь капиталь. Здесь основа, в которой втыкается арка. Вот здесь история с декоративным орнаментом. Сейчас я его понабираю. Я не буду прорисовывать, конечно же, саму резьбу. Почему, зачем мне это нужно? Накидаю вот эту вот историю. Вкратце в деталях, в моментах. Вот эти вот корябки, это радостно есть. Вот эта вот тема резьбы. Тут идет такая отбивка. Вот тут идет начало колонны. Хорошо бы, чтобы, наверное, хорошо, я еще не знаю, чтобы ширина арки у меня приходила в ширину колонны. Но, может быть, это и не является такой прям необходимой задачей. Столько знать надо. Вот. В чем моя проблема? В том, что вот как здесь сама тема с колонны начинается отсюда, но и цитирование приходит вот сюда. Так. И здесь арочная структура тоже делится на сегменты. И эти сегменты выражаются в профиле, в разрезе. Как я это понимаю? Допустим, вот профиль вот такой. Окей.
сейчас буду прыгать от одной толщины линера к другой. Некоторые части поинтенсивнее, в которых я знаю, что заведомо будет тема с тенеобразованием интенсивным. И я и вот так, и вот так, и вот так. Пока голова типа работает и ищет выход и проектную идею, я чуть-чуть займусь декором. Всякие красивости можно рисовать, когда ты думаешь над проектом дальше, что ты с ним будешь делать, а пока ты рисуешь всякую ерунду. Ну, ерунду, то, что является украшением. Вот они, элементы. Вот эти вот фрагментарные штуки. Что я могу делать дальше? Я могу прийти и поддержать эту историю размером иконы, которая вот здесь присутствует у меня. Я, скорее всего, могу перенести вот эту тему резьбы вот сюда вот, на идею колонны, потому что такое есть в традиции. Так как у меня это не архитектура, но иконостас, который типа понимает эту идею ордерную, но является элементом деревянного зодчества, я пробую вот такую вот штуку. Сюда тоже приходит резьба. Многие вещи, которые я тут вижу с этим деревянным зодчеством, кажутся мне очень странными. Но, может быть, в них есть смысл. Ну, короче, я делаю большой ресерч. Очень-очень большой. И он сразу же уходит в скетчинг. Вот эту вот историю. В принципе, меня устраивает, как вот сейчас выходит вот эта вот идея капители. Тут типа получается, что комплимент. Нет, да, нет. Что это такое? Это немножко странно. Ну ладно. Окей. Тут 80 сантиметров. Окей. Ну, сейчас весело будет. Я уже здесь трапезную сижу. Вот эти 80 сантиметров. Может быть, да, может быть, я могу пойти в историю с цитированием замкового камня. И сюда придет какой-то символ. Вот это будет такая полная дверь, не разделенная на две части. Это дьяконская дверь, не царские врата. Вот здесь дверь делится на две части, и здесь делится... Нет, вот здесь делится на две части, здесь не делится. Это дьяконские врата. Я разрабатываю вот этот вот сегмент. И, блин, второй день уже, и это сложно. Мне, блин, врубиться в эту всю историю так более качественно. Так, сюда приходит икона.
Вот эта вот ширина, наверное, я думаю, сантиметров 20, наверное. Или 15, потому что у меня столбы доступности 15-сантиметровые. Или 20 все-таки. Окей, накидаю половину. Половина мне будет понятно. Я примерно думаю о таком разрезе профиля. Плюс-минус. Сейчас я покажу. Сверху пойдет вот такой вот иконостас большой, как в кижах. Вот это вот такая вот структура. А снизу вот этот вот имидж. Такое сочетание. Окей. Делаю отбивку. Вот она. И тут тоже придет история с иконами. Вот здесь. Надо разбить по пропорции. Нужно понять, насколько большой будет вынос вот здесь. Вот этих элементов. Тоже дико важно. О, может быть, вот эта вот линия у меня будет поддерживать единый стилистический. Ага, точно, прикольно. Вот если здесь у меня есть элементы резьбы, может быть, пусть они продолжатся вот здесь. Или это не очень хорошо будет. Такая каша в голове. Ну ладно. Во всяком случае, в эскизе я это нарисую, а потом посмотрю. А вот здесь, я думаю, ну так для начала просто рисую крест. И оберну его резьбой. Как вот тут. И тоже сделаю это все. Я думаю, что на половине моего эскиза. Вот таким образом. Бам-бам-бам. Естественно, сам рисунок резьбы я прорисовывать не планирую сейчас. На стадии концептуального осмысления общего. Резьбу буду обрабатывать немножко попозже. Вот она, эта история. Хочу, чтобы сразу она становилась интенсивнее. Потом приношу такие довольно явные тени. Вот. Так. Чуть подчеркну вот этот фрагмент. И сделаю выноску вот этот профиль. Ну, примерно. Пока не знаю, этот ли. Блин, лихорадочно приходится думать. Так, вот это я заполнил резьбой. И плюс-минус меня это устраивает. Вот сюда тоже приходит резьба. Нет. Сюда приходит икона. И вот она вот до сюда.
А резьба обрамляет ее таким образом. Да, вот это прикольно очень. Я думаю. Вот, в скетче приходят такие варианты, которые почему-то по компьютерному моделированию просто не приходили. Как будто бы гораздо интенсивнее голова работает, потому что высвобождаются новые ресурсы. И скетчинг, он, с моей точки зрения, не только для красивой картинки, а для того, чтобы резко, быстрее и интенсивнее работала голова, да. В общем, вот такая история получается. Так, я думаю, да, у меня сейчас заканчивается заряд на мобилке, поэтому я, наверное, продолжу эту историю чуть попозже. Кому интересно, смотрите дальше следующие видео, что получилось из этого иконостаса. А сейчас у меня сядет мобилка, поэтому я вынужден заканчивать стрим. Сейчас я лихорадочно по-быстрому добью некоторые моменты, фрагменты, чтобы оно срослось уже в более понятную историю. Тут скульптурный элемент, тут, наверное, тоже может быть крест. И вот здесь, я думаю, что фрагмент резьбы. Да, тоже здесь. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Сейчас я лихорадочно добиваю. Тут будет икона. Тын-дын. А меня зовут Кичугин Эдуард. И смотрите, там в описании под видео много ссылок на разные плейлисты. Скоро там мои курсы будут по скетчингу и разные другие полезные материалы крутые. Всем чао-чао. Бай-бай. Пока.